Почему люди не понимают друг друга? Основная причина. Таких две основных назову. Первое – это то, что мы априори считаем, что у другого человека такие же реакции, как у меня. То есть, если я что-то говорю другому человеку, и другой человек обижается, я думаю как? Почему он обиделся? Вот если бы мне это сказали, это же не, я бы не обиделась. Ну, мы не всегда осознаем эту мыслительную процедуру, но примерно так мы думаем. Да, то есть мы всегда исходим из предположения, что другой человек должен реагировать, как я. И вот если бы я не обиделась, ну а чего он обижается, да? И здесь важно понимать, что мы разные. Ну, это вроде очевидная вещь, но в ситуациях непонимания вот мы всегда спотыкаемся. Примеряем, получается, свою, Да. на человека историю. И когда есть ситуация непонимания, просто говорите себе, что другой человек может думать совершенно по-другому и думает. Его ранят совершенно другие вещи, его радуют совершенно другие вещи. Он вообще по-другому слышит ваши слова, потому что, ну, понятно, слова — это ярлыки, под которыми разное содержание у разных людей. И ваш ярлык может быть абсолютно идентичным с ярлыком другого человека, но этот ярлык открывает совершенно другие программы, вот как на компьютере. Да? Иконка одна и та же, кликаешь по ней, а там раскрываются совершенно разные программы. Это просто важно себе повторять, особенно в каких-то конфликтных ситуациях, и прояснять. Да? Что ты имеешь в виду вот здесь, а что для тебя вот здесь, а вот я тебе сказала вот это, ты так-то отреагировал, как ты воспринял мои слова, то есть прояснять смыслы, и если другой человек адекватный, он идет на диалог, как правило, вы обнаружите, что на самом деле о другом, да, и конфликта как такового нет, просто есть разные смыслы, которые вкладываются в одни и те же слова. Следующий момент – это такая интересная способность нашей психики принимать новую информацию. Мы воспринимаем, то есть если, опять же, не работать с этим процессом, мы воспринимаем новую информацию, интерпретируем ее так, чтобы она подтверждала существующие установки. Вот это прямо беда, это проблема, почему люди не обучаются, почему люди не меняются и почему люди не понимают друг друга. Потому что, например, вы в коммуникации, вам человек может сообщать информацию, и вы ее таким хитрым образом переработали в ваш мозг, что она подтвердила то, о чем вы думали изначально. Все. То есть коммуникации, обмена информацией не получилось. Каждый остался при своем. И понятно, что один не понял другого и наоборот. Как я сейчас вижу, одна из больших задач психотерапии, образовательного процесса, это как раз вот это вот понимание, как работают мои психические защиты, как я искажаю информацию, как я постоянно использую ту информацию, которую получаю в коммуникации, не для того, чтобы услышать другого, а для того, чтобы утвердиться в своем мнении. Это, повторюсь, происходит со всеми, то есть до тех пор, пока мы не задумываемся об этом. И вот тогда мы можем обнаружить эти ловушки свои мыслительные и, соответственно, уметь их обходить. И я вижу, что это буквально в корне меняет отношения, меняет коммуникацию, меняет результаты, которые человек получает в жизни, потому что система развивается, неважно, любая, ваш бизнес, ваша психика, ваша жизнь, все есть система. Система развивается только тогда, когда в нее попадает новая информация. До тех пор, пока все превращается в подтверждение старых установок, не будет развития. Необходима новая информация. И к вопросу о понимании друг друга, это тоже об этом.